Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же охотницы охотятся за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ну, смотрите, сразу у нас идет такое тотальное состояние одиночества. Уже, конечно, это не впервой. Это неудивительно, потому что я не вижу рядом с вами любимой женщины. Вот у вас женщина была, но она сейчас не с вами. Она была реально вот вашей императрицей, она была вот, ну, как бы вашим талисманом, вашей музой, вдохновляла, зажигала и так далее. Она в то же время была и манипуляторшей. Вы это все прошли, да, мы не будем сейчас углубляться в прошлое, но вот после всего, что произошло, вот после разрыва с ней, вы остались один, у нас сразу же это идет. Вы такой человек, который, знаете, вот вы настолько вот всегда идете на помощь, когда вас даже не надо просить. Когда кому-то плохо, вы первые помчитесь, да, и в огонь, и в воду, если надо, вы поможете друзьям, там, близким, родным. То есть вы такой очень человек, который готов вкладываться. Вы всегда по жизни вкладываетесь и в отношения. Если вы работаете, то вы привыкли вот качественно работать. Вы привыкли вот работать еще на совесть. Потому что знаете, как есть некоторые люди работают, ну, спустя рукава. Ну, в том плане, что да, и так сойдет, как-нибудь сделаю. Вы же совершенно другой. Вы очень нацелены на результат. Вы вообще как-то вот живете очень справедливый человек по жизни. Но в то же время вами вот манипулировали, да, вот и женщина манипулирует, и другие люди вами довольно часто манипулируют, потому что вы позволяете это делать. Вот опять же, это, ну, по доброте душевной, я бы сказала, потому что, ну, мужчина, который может четко осадить, который может взбрыкнуть, показать свой характер, да, ну, таким особо не поманипулируешь. На такого, где сядешь, там и встанешь. Вы же вот такой вот мягкосердый, что ли, очень такой, ну, как для мужчины, вот в некоторых моментах вы очень мягкий. Вы не проявляете характер даже там, где вот стоило бы проявить. Это такая вот слабинка ваша, о которой, кстати, женщины прекрасно знают, вот которые были в вашем окружении, вот женщины, которые жили с вами там, да. Так, что еще у вас происходит? Да, вот есть некоторая неуверенность в себе, есть периодически какие-то сомнения, есть опасения, вот накручивать вы себя любите. Хотя вот командовать вы иногда тоже полюбляете так. Смотрите, вот очень четко идет, несмотря на то, что вот вначале вы выпали отшельником, да, но в то же время у некоторых из вас может проигрываться, что вы начинаете вот кайфовать от этого состояния. Состояние, когда никто не лезет в вашу жизнь, когда никто не указывает, не выносит мозг, когда нет рядом вот этой птички мозгоклюйки, которая постоянно с претензиями, и то не так, и это не так. То есть однозначно вот проигрывается, что с одной стороны вам хорошо, да, то есть у вас дилемма, вот как будто внутри в душе у вас такое разделение. С одной стороны вам грустно, одиноко, а с другой стороны вот вы кайфуете в некоторых моментах. Так, давайте смотреть, что же у вас за охотницы. О, смотрите. Вы все, знаете, вот вы нацелены, вот если что, вот если попадется женщина, как вы думаете, то это только будут серьезные, стабильные отношения. Но вокруг вас полно же охотниц, которые вот хотят, ну, зароманить с вами. Причем это могут быть и одноразовые какие-то, и, ну, просто рассчитывающие женщины на легкий роман.
Хотя вот вы не пойдете на такое. Я бы сказала, что какой-то период, ну, я думаю, скорее всего, вот проигрывается это после вашего разрыва, такое случилось, что вы как-то от женщин вообще отстранились. Вам было не до них, грустно, печально, тоскливо, да? То есть вы абсолютно не реагировали. В вашем окружении есть женщины, которые ну просто спят и видят, чтобы с вами зароманить, чтобы какими-то вот, я не знаю, всеми правдами и неправдами как-то захомутать вас. Напишите в комментариях, вы замечали такое или нет. Есть женщины в вашем окружении, которые, может быть, там флиртуют с вами, которые... Знаете, вот женские все штучки, они ведь не сразу видны. Да, кто-то в наглую полезет, но есть женщины, которые такие поскромней, так скажем. Они будут стараться чаще пересекаться с вами. Это может быть где угодно, да, может быть даже коллега вам симпатизирует, либо там соседка какая-то знакомая. То есть они стараются чаще пересекаться, они стараются при встрече там лишний раз улыбнуться, они стараются как-то, вот знаете, ну такой вот неуловимый взгляд, такой с хитринкой, с флюидами пустить. Она не будет там моргать прям. Но это видно вот по глазам, да, что женщина как будто вас заманивает. Кстати, у меня там, кому интересно, на канале есть видео, когда-то я снимала, как понять, что вы женщины интереснее. Поэтому можете посмотреть, я там четко по пунктам все расписала. Как можно симпатию, и точно так, как можно антипатию, да, женскую понять. Поэтому вот получается, что вы нацелены на любовь, а женщины, которые вот вас окружают, они больше нацелены вот зароманить как-то вот, кто-то даже на одноразовые отношения. Давайте смотреть дальше, чтобы было немного попонятней, что это за женщины. Да, однозначно вы любовь только ждете. Причем вы ждете вот шанса свыше, вот такого судьбоносного шанса. У вас, кстати, даже на работе вот проигрывается, что есть женщина, которая готова там зароманить с вами прям там же, чуть ли не в обеденный перерыв, да? Это женщина, которая готова, причем, вы знаете, вот мне почему-то сейчас вспомнились фильмы, там, где вот секретарша прям на столе готова распластаться, да, чтобы вот просто пошалить в обеденный перерыв, так сказать. Есть женщины, которые помоложе вас. Они, вот, ну, я сейчас коротко описываю, да, потому что я не могу там каждую, вас много, а я одна, я не могу каждую прям описать. Есть женщины, которые моложе вас. Это женщины по работе, которые вот как бы охотятся на вас, им очень хочется зароманить. Причем так зароманить, подчеркиваю, без обязательств, да. Ну, такие вот они шаловливые особы, я их назвала. Довольно страстные, такие сексуальные, раскрепощенные, я таких женщин называю. Вот причем они, знаете, ну вот реально, чуть ли не на столе, на работе готовы. На стуле, на столе, там под столом, где угодно, как хотите. Так, что еще за охотницы в вашей жизни? Вот смотрите, вы с ними еще не соглашаетесь, вы прекрасно и видите, и чувствуете. Ну, не всех, конечно, но некоторых охотниц, которые вот нравитесь вы этим женщинам, вы это чувствуете, видите и понимаете. Но вот все равно вы ждете свою музу. В вашей жизни появится другая женщина уже для серьезных отношений, но это будет чуть позже. А сейчас давайте вот смотреть о вот этих вот ваших таких коршунах, которые на вас охотятся, да, как на бедного ягненка и хотят растащить. Женщины довольно такие себе на уме. Причем вот, да, и молоденькие, и постарше, вот разного возраста. Они почему-то воспринимают вас таким человеком, который вот пойдет даже вот на легкую связь. Вот есть такой момент. Они вот как-то не брезгуют вообще ничем по жизни. Знаете, у меня такое ощущение, что даже замужние женщины,
вами интересуются. Просто вот единственное, что замужние не очень так стараются проявляться, ну, симпатию как-то еще особо не проявляют, потому что они боятся, что узнает муж, узнает там про измену, вранье какое-то, и тогда они могут потерять вообще и мужа, и семью. Но, опять же, подчеркиваю, и холостячки, и замужние дамы вами интересуются. Причем вот я хочу выделить одну, которая в вашем окружении особенно сильно вот готова, ну просто как крокодил, знаете, как удав кролика сожрать. Это тоже, она будет помоложе вас, она такая, ну, шатенка, брюнет, ну, не блондинка такая, темноватые волосы у нее скорее. Очень симпатичная, очень продуманная такая, стильная, очень себе на уме дама. Она, ну, такого эгоистичного склада, она знает, чего хочет, она целеустремленная. Вот на данный момент, ну, вернее, не на данный, хотя у кого-то, может быть, кстати, и сейчас, да, это проигрывается, потому что если вы знаете эту даму, она такая настолько продуманная, вот сейчас она хочет именно вас, вот в таком плане. Она привыкла получать то, что она хочет. Очень такая избалованная особа. Напишите в комментариях, есть у вас такая на примете. Хорошенечко сегодня, я думаю, вы не уснете, будете копаться в своей памяти, да? Она вот именно, знаете, вот запала, она хочет романа с вами. Она вот не успокоится, а вот это она будет. И какие-то улыбочки, взгляды, разговоры, да, она будет стараться с вами заговорить, она будет стараться, вот это будет стараться сделать к вам шаг. Это ваша такая самая главная охотница. Если те такие, знаете, вот тихонечко улыбаются, там флиртуют, но особо ничего не делают, то вот это главный коршун будет. Вот это горы свернет, чтобы своего добиться. Давайте уточним, посмотрим, что же она сделает. Да, вот она очень активная. Причем она, знаете, как будто какой-то план придумает. Вот она будет сидеть думать, как же лучше вас захватить. Да, такой план Барбаросса будет разрабатывать. А вы в то же... Причем она, знаете, она как-то резко, неожиданно начнет, ну, прям атаковать, что ли, вас. Я никого не хочу пугать, но очень активная. Она вообще огненная такая дама, она и страстная, она сексуальная. Такие женщины в интиме очень умелые. У таких женщин никогда голова не болит. Такие женщины, ну, они готовы там по всей Камасутре зажигать. Я думаю, в принципе, любой мужчина мечтает о такой. Но очень и очень продуманная, очень такая, ну, реально эгоистичная. Вот она захотела, вот сейчас хочу это, завтра я хочу это, и я должна это получить. Вот в таком складе. Супер эгоистка. Поэтому она вот будет думать, готовить чуть ли не план захвата вас. А вам, конечно же, любовь нужна, понимаете? Вот вы ее отошьете, у нее ничего не получится. Абсолютно у нее ничего не получится, как бы она ни приставала к вам. Потому что вы ищете любовь. Вот ваша любовь, она появится. И вы будете именно со своей женщиной. Не с этой, которая вот как игрушку, да. Вот я хочу этого мужчину, он будет сегодня моей игрушкой. Завтра у меня другой будет игрушкой, да. Я понимаю, что вы сейчас в шоке по колено. Но, тем не менее, вот от таких женщин реально нужно держаться подальше. Потому что, ну, это бьет, в конце концов, даже по мужскому самолюбию. Ну как это? Вы будете просто ее игрушкой на вечер, там, на день, на неделю, я не знаю, там, на месяц. Абсолютно у нее ничего не получится. Абсолютно. Да, она будет пытаться, у каждого будет по-своему проигрываться, она атаковать будет, да. Там чуть ли, может, у кого-то будет даже под дверью стоять, караулить. Но, тем не менее, ничего у нее не выйдет. Так что она уйдет во свояси. То есть, смотрите, какая ситуация проигрывается. У вас поклонница есть. Заметили вы это, либо не заметили, да, потому что иногда есть женщины, особенно которые такие вот скромненькие, тихие, да, они ведь не будут в наглую показывать мужчине, что он нравится. Они все равно будут ждать, когда мужчина проявится.
Это есть наглые, да, вот такой типаж. Эти будут первые знакомиться, телефончик давать, приглашать, да. Главное не сопротивляться, они сами все за вас сделают. Расслабились, получили удовольствие и все. И она все сделает. Вот. Поэтому разных возрастов. У вас поклонницы есть. Поэтому не говорите мне, ребята, что никого, ничего. Вы просто не хотите замечать. Просто оглянитесь вокруг. Обращайте больше, вот советы мой и Таро. Больше обращайте внимание на окружающих женщин. Больше обращайте внимание вообще на женщин. И делайте более активные шаги. Тем более, если вы замечаете, допустим, какая-то женщина вам улыбнулась, какая-то все чаще попадается вам на пути, да, может быть, даже по работе, вот она часто к вам в кабинет заходит, казалось бы, по работе, а это совсем не по работе. То есть обращайте внимание на такие мелочи. Далеко не каждые женщины способны вот так атаковать в наглую. Да, это вот эта дамочка, которая вот в конце у нас вышла, это готова напролом идти, потому что вот сегодня я хочу эту игрушку, да, вот это мужчина будет моя игрушка. Я думаю, никто из вас не хочет быть в образе игрушки, даже очень дорогой. Поэтому у вас все будет отлично, у вас будет новая женщина, у вас будет новая любовь. Только не поддавайтесь вот на такие провокации. Ну, я думаю, вы почувствуете ту самую, вот, которая хочет игрушку. Вы ее почувствуете, и вы ее отошьете по-любому, потому что у нас десятка мечей выпала, у нее ничего не получится. Поиграть с вами ей точно не получится. Вы будете играть совсем другие игры с другой женщиной под названием «Любовь». Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!